Информация, опубликованная в моем видео, носит справочно-ознакомительный характер и служит для ознакомительных целей. Я никого не призываю к каким-либо действиям. Вся информация взята из открытых источников. Всем привет! Обычно на моем канале мы обсуждаем приложения для Android TV и Google TV, настраиваем приставки и телевизоры для комфортного просмотра. Но сегодня отложим пульты в сторону и займемся Windows. Я покажу вам утилиту, которая за пару кликов вернет жизни YouTube и другие приложения. Один раз настроили на своем ПК и забыли про любые ограничения и замедления. Для начала нам нужно найти программу. Открываем браузер и просто пишем поиски GitHub. Переходим на официальный сайт. Уже на самом сайте в строке поиска вводим ник разработчика Роман VHT. Нажимаем Enter и среди результатов выбираем именно этого автора. Теперь переходим в профиль, чтобы найти нужный проект. В профиле автора мы видим проект под названием By DPI Manager, кликаем по нему. Перед нами открывается главная страница. Опускаемся чуть ниже к описанию. Автор подготовил подробную инструкцию и список требований. Я помогу вам во всем этом быстро разобраться. Кликаем по ссылке и нас перебрасывает на новую страницу. Здесь указано, что для работы приложения нужны дополнительные компоненты, которые автор заботливо собрал в один архив. Обратите внимание на стрелку в руководстве, она указывает прямо на него, нам нужен именно этот файл. Кликаем по ссылке, чтобы перейти на страницу, где находится архив. Спускаемся к списку файлов и выбираем основной архив, нажимаем на него для начала загрузки. Отлично, загрузка пошла, дожидаемся завершения, чтобы перейти к распаковке. Вернемся в раздел «Установка» и ознакомимся дальше с инструкцией. Во втором пункте написано, нам нужно распаковать скачанный архив. Находим файл на компьютере, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Извлечь все». Отлично. Теперь смотрим третий пункт. Здесь все понятно. В появившемся окне должны будем указать путь. Переходим на рабочий стол, ищем скачанный архив. Из окна загрузок перемещаю папку на рабочий стол для удобства. Кликаем правой кнопкой мыши по архиву и выбираем пункт «Извлечь все». В этом окне надо указать путь, куда будет распакован файл. Перед нами обычная папка, которую мы только что извлекли из архива. Переместим ее сюда, чтобы она была под рукой. Чтобы ничего не упустить, возвращаемся к текстовой инструкции. Нас интересует четвертый пункт. Инструкция говорит нам заглянуть в папку Redist, которая находится внутри основной папки программы. Там лежат два обязательных установщика. Второй обязательный компонент – это драйвер. Возвращаемся в нашу рабочую папку. Нам нужно зайти в папку под названием Redist. Здесь находятся те самые два файла, о которых мы только что читали в руководстве. Запускаем установку библиотек. Этот пакет у меня уже есть, просто нажимаю «Закрыть». Теперь устанавливаем драйвер. В появившемся окне ставим галочку, что мы согласны с условиями. Без этого кнопка установки не станет активной. Нажимаем Next. Ждем буквально пару секунд. Все прошло успешно. Нажимаем Finish и закрываем окно. Давайте посмотрим, что надо делать дальше. Возвращаемся к инструкции. Пятый пункт гласит, теперь можно переходить к следующему этапу, запуску самого файла и его настройки. Переходим к разделу «Настройка». Автор подготовил скриншоты, чтобы мы не запутались. В первом пункте написано, надо будет вернуться в основную папку и запустить сам файл. Во втором и третьем пункте инструкции написано, что нам необходимо проверить пути к рабочим файлам. Для этого откройте окно настроек и в первой вкладке убедитесь, что путь к исполняемому файлу указан корректно и ведет в нужную подпапку вашего каталога.
Сразу за этим, в третьем пункте, мы переходим на вкладку Proxyfire. Здесь также следует удостовериться, что расположение вспомогательного модуля определено верно. Теперь, когда мы закрепили теорию, переходим к практике. Закрываем браузер и открываем нашу рабочую папку на рабочем столе. Запускаем приложение. Открылось окно программы. На этом этапе мы заходим в настройки, чтобы убедиться, что все подтянулось автоматически. Но на всякий случай переходим к проверке путей. В первой вкладке проверяем путь к файлу CA-DPI. Во вкладке Proxify проверяем путь к файлу Proxyfire. Хотя в большинстве случаев программа настраивает эти пути автоматически. Теперь на время вернемся с рабочего стола в браузер к нашей инструкции, чтобы детально разобрать четвертый пункт настройки. Здесь нам необходимо указать приложение, для которых будет выполняться обход ограничений. Важный момент: если вы оставили этот список пустым, то согласно документации программа будет автоматически обрабатывать трафик абсолютно всех приложений и направлять их для обеспечения свободного доступа. В самой инструкции также есть ссылка на подробный раздел с вариантами добавления программ в список Proxyfire. Если вам нужно настроить список каким-то специфическим образом, вы можете перейти по ней и ознакомиться со всеми методами самостоятельно. Мы же на этом подробно останавливаться не будем, так как базовых настроек в большинстве случаев вполне достаточно. Теперь, когда мы разобрались с теорией в браузере, возвращаемся на рабочий стол для завершения процесса. В качестве примера давайте добавим Telegram. Для этого находим ярлык приложения на рабочем столе, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем свойства. В открывшемся окне нам нужно скопировать полный путь, указанный в поле «Объект». Еще один способ, как можно скопировать путь, нажимаем на кнопку расположения файла. Вас сразу перебросит в папку с программой. Наведите курсор на сам файл приложения. Затем нажмите на него правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Копировать как путь». Возвращаемся в настройки утилиты на вкладку Proxyfire. В нижней части окна находим поле для ввода. Вставляем туда скопированный адрес и нажимаем «Добавить». Удалите кавычки в начале и в конце строки, если они скопировались вместе с текстом. В поле должен остаться только чистый адрес. Теперь Telegram появился в списке, и программа будет автоматически обрабатывать его трафик для стабильной работы. Точно такие же действия делаем и для браузера Google Chrome. Копируем его путь любым удобным способом и вставляем в наш список. Опять же, не забываем убирать кавычки в начале и в конце строки, нажимаем кнопку «Добавить» и готово. Кстати, если у вас есть приложение для просмотра фильмов, которые не работают из-за географических ограничений, добавляйте их тоже, они должны заработать. Продолжаем работать с инструкцией. Обратите внимание на пятый пункт инструкции. Нам нужно перейти на вкладку «Подбор стратегий». Разработчик рекомендует для получения наиболее точного результата изменить параметр «Количество запросов к домену». Здесь лучше всего выставить значение 5. Возвращаемся в приложение и следуем указаниям. Количество запросов увеличивать не буду, я оставлю эти значения без изменений, так как в моем случае все работает корректно. Вы же можете поэкспериментировать, если того требует ваша ситуация. Нажимаем кнопку «Старт». Программа начинает перебирать различные комбинации. Нам нужно немного подождать, пока система завершит анализ и выдаст наиболее эффективные варианты. Как только тест окончен, смотрим на результаты.
Давайте снова сверимся с руководством. Согласно инструкции нам подходят варианты, где успех составляет более 50%. Выбираем самую стабильную строку, это самая верхняя, выделяем ее мышкой и копируем. В шестом пункте указано, что надо перейти снова на вкладку By DPI и вставить нашу скопированную строку в поле «Аргументы». Важный момент, копируем только саму комбинацию символов. Значение процентов вставлять не нужно. После этого нажимаем ОК, чтобы сохранить изменения. Теперь переходим к самому главному. В основном окне программы нажимаем большую кнопку «Подключить». Если все сделано правильно, кнопка изменит цвет, а в логах чуть ниже побегут строки состояния. При первом запуске Windows может вывести запрос на разрешение доступа для компонента Proxyfire. Это абсолютно нормальный процесс. Просто нажимаем «Разрешить», чтобы программа могла беспрепятственно работать. Теорию изучили, теперь к делу, повторяем шаги. Как только тест завершен, выбираем самый верхний вариант с максимальным процентом успеха, копируем эту строку. Возвращаемся на первую вкладку и просто вставляем скопированный текст в поле «Аргументы». Нажимаем ОК для сохранения. Финальный штрих, жмем кнопку «Подключить», кнопка стала красной, служба запущена, а значит наш браузер и Telegram теперь работают без ограничений. Все готово. После запуска приложения мы возвращаемся к инструкции на GitHub, чтобы свериться. Посмотрите на строку, на которую указывает курсор. В поле логов главного окна должна появиться фраза. Если вы видите это сообщение и кнопка сменила цвет на красный, значит все настроено верно и сервис успешно запущен. На этом настройка завершена. Как видите, все работает корректно. Спасибо вам за просмотр и за то, что проделали этот путь вместе со мной. Если у вас остались вопросы, жду вас в комментариях.